Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я покажу скрипт, с помощью которого можно очень быстро и удобно выбирать элементы, которые не закреплены в Revit. Я вначале, как обычно, два слова скажу о том, как это делать невозможно в Revit и почему я хотел написать этот скрипт. Значит, ну вот такой вот у меня пример. Есть вот какой-то такой отель, и мне необходимо, например, в этом отеле в некоторых местах заменить системы, стеклопакет на какие-то двери. Допустим, вот такие. Чтобы проделать эту операцию, мне нужно сделать это с каждой дверью, вручную причем. Это довольно-таки объемная задача. Вот. И хорошо, в принципе, что ее можно еще там сделать, это не проблема. Единожды, допустим, вот мы проделаем, выберем вначале те места, которые нам нужны, открепим их. Но так получается, что при работе, например, у меня часть вот этих вот стеклопакетов уже имеют свойство открепления. То есть вот эта вот кнопочка PIN по-английски или по-русски это закрепление, вот она здесь в свойствах есть, вот она, открепить и закрепить. Так вот, часть этих стеклопакетов внутри системы витража уже откреплены. И, к сожалению, я не могу проверить, какие из этих стеклопакетов уже откреплены. Мне для того, чтобы это проверить, нужно, получается, выбрать вот так вот все экземпляры, видимые на виде, и смотреть, у какого из них вот здесь откреплен стеклопакет. И хорошо бы, если бы только вот я мог бы посмотреть просто, но мне нужно, кроме того, что их посмотреть, заменить вот эти вот стеклопакеты на вот эти двери. Как их заменить, ума не приложу. Методами Revit нужно посмотреть, запомнить, потом выделить мышкой отдельно каждый стеклопакет, который мы запомнили. А если забыли или это вдруг было плохо видно, нам нужно это сделать вот так вот таким вот перебором, опять выбрать эти элементы, и вот только теперь я могу их заменить на двери. Это неудобно. И для этого я написал скрипт. Он упрощает работу по выделению любой не закрепленной, либо закрепленной, если нужно, геометрии. То есть, ну, я показываю теперь, как он работает. Ну, давайте для начала мы выберем стеклопакеты, какие нам нужно открепить. Вот они. Так. Вот, вроде бы как бы часть я открепил. В принципе, можно бы это сделать сразу. То есть это я имею в виду заменить вот эти двери сразу после открепления, стеклопакеты на двери. Один раз это сделать и все. Но в таком случае я не могу проверить, какие из стеклопакетов уже были откреплены. Это невозможно. Мне нужно, вот я показывал, как это делать, это выбирается. Вот. И для того, чтобы сделать эту проверку, теперь я сделаю вот так. Я выделю все элементы, среди которых я хочу проверить, какие из них закреплены. И вот этим вот управляющим нодом тип закрепленных элементов я выбираю стеклопакет. То есть скрипт проверит вот именно этот элементы среди вот этой выборки, которую я делаю, вот этой выборкой.
скрипт проверит именно эти элементы. И вот я его запускаю. Вот он мне выбрал только, вот они выбраны, только закрепленные, только не закрепленные элементы. Как видите, они еще не попадают в свойства, но эта проблема очень легко решается. Я зажимаю кнопочку Shift и в любом месте экрана выбираю любой элемент. Вот так вот. Все, теперь все эти элементы, то есть просто вот скрипт, прорабатывая работу внутри Revit, не делает перезапуск вот этой вот панельки свойства. То есть это как бы такая связка с внешними окнами не всегда срабатывает. Но тем не менее, как видите, она легко обходится, если я зажимаю Shift. Shift это отменить выборку. И нажимаю на любой элемент экрана. Как мы видим, вот появились все 8 панелек. И вот теперь мы можем проверить среди вот этой выборки, которую я делал, какие элементы не закреплены. Вот. Мы видим, в принципе, что у нас все в порядке. То есть как раз только те, которые я только что выбирал. Я их заменяю на дверь. Все, теперь у нас все, то, что мне нужно было, оно уже создано семейством дверей. Дальше больше. Выбираем все абсолютно панели на экране на данном виде. И еще раз запускаем скрипт. Как видим, в эту выборку мне попали еще и какие-то вот такие панельки над дверями, например. Давайте мы просто я Shift нажму с Shift. И вот посмотрим, что это 11 панелей. И теперь мы сделаем вот так. Ну, теперь мы знаем, какие не закреплены. Вот для чего, собственно, и нужен этот скрипт, чтобы проверять, какие из панелей не закреплены. И создавать по ним выборку. Shift я отменяю выделение вот этих верхних. Какая-то там внутри дома еще панель проскакивает. Мне пока... Хотя можно ее закрепить. Сбилась выборка, но это не страшно. Скрипт, в принципе, работает много раз. Вот еще раз. Вот, теперь я хочу их закрепить. Вот, для этого я могу их просто выделить. Но я уже, по крайней мере, я знаю, какие из панелей, с какими панелями мне работать. Скрипт мне их отфильтровал и показал. Вот я их закрепляю сразу же. Вот. Так, еще раз выбрать все экземпляры. Запуск. Shift. Все. Больше ни одной панели не закрепленной у меня нет. То есть то, что я хотел проверить, я проверил. Те двери, которые мне нужно было заменить, я заменил. Теперь я могу еще сделать то же самое. И вот ниже. Теперь мне нет необходимости следить за вот этим закреплением. То есть я могу продолжать спокойно работу, не обращая внимания на то, то есть не заменяя каждый раз эту дверку, не делаю эту лишнюю операцию. Потому что я всегда могу выбрать все незакрепленные витражи. Ну, точнее, даже витражное заполнение. В данном случае это стеклопакет. Так, еще раз мы делаем. Крепляем. Давайте еще раз проделаем ту же операцию. Выбрать все элементы, видимые. Выпускаем скрипт. Вот они.
Shift нажимаю, что Shift я как раз выбрал то, что нужно. Ctrl. Так, кстати, их 7. Почему 7? А, вот еще дверка я вижу. К сожалению, сразу говорю, нельзя выбрать, изолировать витражные системы без их основания, то есть без стен. Я могу, в принципе, сделать вот так. Ctrl. Изолировать категорию и попробовать найти дальше. Сейчас мы еще немножко хитрее сделаем. То есть в принципе так, выбираем, пускаем. Так, вот я вижу 1, 2, 3 здесь, 4 тут и еще где-то еще 3. 1, 2, 3, 4. Кстати, это можно закрепить, там 2 рядом есть. Вот, кстати, вам вот и проверка. То есть здесь изначально был один откреплен, а я открепил другой и поставил дверь. То есть, потому что я здесь не использовал скрипт. Так я понимаю, здесь где-то какие-то внутренние у меня закреплены. Вот они. Вот. 1, 2, 3. Мы их сразу закрепляем. И еще раз. То есть мы их нашли. Они вот такие маленькие, неудобные, но тем не менее их можно найти. Так, вот теперь мы видим, что их 4 у меня. 4, вот он. Этот я сейчас закреплю. Давайте сразу. Вот. Опять скрипт. То есть, как видите, я обошелся всего лишь одним управляющим нодом. Скрипт сам подхватывает выбранную геометрию из Revit. Все. Значит, вот 3. Сейчас Shift нажимаю что-нибудь, что угодно. Обновляется панелька свойства. 3 панели я заменяю на 2. Все, они у меня уходят. Еще хочу показать, кроме выделения систем заполнения, можно выделять, например, вот эти вещи под названием схема разрезки витражей. То есть они, это вообще элемент какой-то такой невидимый. Мы понимаем, что это условная ось. Вот часть из них они могут быть вспомогательными и ненужными, их нужно удалить. Как их удалить, если выбрать все экземпляры невозможно. Вот, поэтому приходится вообще более грубым способом это делать. Выбрать всю геометрию. Так, теперь запускаем скрипт. Это вся геометрия абсолютно, которая есть в Revit. Как видите, он довольно быстро с ней справился. Вот они, 85 незакрепленных схем разрезки витражей. Я думаю, вы руками вы бы замучились их искать. Но, как видите, я их нашел очень быстро скриптом. Теперь я их удалить не могу. Теперь я их все закреплю. И они станут на свое место в витражах. Туда, где им нужно.
Это нормально. Это нормально. Это где-то у меня двери заменились на витражные панели. Все ошибки по проекту, связанные с схемой разрезка витража, я, как видите, за несколько секунд решил. Вы бы этим бы занимались в уже готовом проекте намного дольше. Вот. Ну, в общем-то, в принципе, вот, собственно, это только часть возможностей этого скрипта. Потому что, как видите, выделять неприкрепленные элементы сам Revit не может. Я еще покажу, как с ним работать внутри Dynamo. У него есть два управляющих нода. Один из них, тот, который мы видели вот здесь, он выделяет тип элементов, которые попадут в выборку. То есть, вот именно, например, панели, либо направляющие. То есть в зависимости от того, что мы выберем одним элементом, вот здесь, от этого будет зависеть группа вновь созданной выборки. А вот этот дополнительный нод, я его сюда не выводил, он выделяет по умолчанию не закрепленные элементы, но если нужно, можно внутри скрипта выделить все закрепленные элементы и открепить их. Ну, давайте, пускай я покажу, как она работает. Вот. Было 443 элемента панели витража. Теперь их будет, сейчас я шифтом. Ну, как видите, это вот я зато проверил, что все элементы закреплены. Так и осталось 443 закрепленных панелей. У меня нет ни одной панели, которая не закреплена. Может быть, вот в таком можно ключе использовать этот скрипт, проверять, какие из панелей не закреплены. Ну, все же это вспомогательная функция, но тем не менее ей можно тоже пользоваться. Вот такой скрипт. Спасибо за внимание, всего доброго.